Всем привет, проходите. Сейчас вы можете увидеть объект, который находится в завершающей стадии. А вот здесь, вот в этом видео, вы можете посмотреть, что здесь было до начала ремонта. Пойдемте. Но прежде телепортируемся в прошлое, и я покажу вам, что здесь было до ремонта. Вот так объект выглядел при первом нашем визите на обмерах. Здесь 89 квадратных метров, много балок и сложных углов. Заказчики — это муж, жена и ребенок. Им требовалась отдельная детская и кабинет для главы семьи. Заказчики утвердили вот такой вариант планировочного решения. В нем им понравилась отдельная зона для родителей. Здесь выделенная спальня хозяев вместе с хозяйским санузлом и небольшой гардеробной. А вот визуализация пространств, которые были согласованы с заказчиком, и несколько чертежей для строителей. Раскладка плитки, молдингов, электрика, спецификации, ведомости, отделки. В общем, полная инструкция по сборке интерьера. А теперь возвращаемся в настоящее. Сейчас мы находимся в спальне, и здесь все еще происходят процессы заселения. И, конечно, все это немножечко может быть бардачно, но вы уже можете увидеть общую картину, которая складывается. В спальне, а рядом с кроватью у нас здесь есть такая дверь, которая сдвигается в короб. И этот короб, на самом деле, его надо проектировать, планировать при построении стен. То есть это одно из самых первых действий, которые нужно сделать на стройке, чтобы, и вот если вы хотите вот такую дверь. И вот здесь вот у нас вход в хозяйскую гардеробную, она не очень большая по ширине, но она до потолка. И здесь на самом деле очень большой объем хранения может быть. И вот он сейчас постепенно уже хозяевами заполняется. В гардеробной есть не только общее освещение, но и подсветка для каждого шкафчика. И дальше, когда вы прошли сквозь эту гардеробную, здесь есть еще одна сдвижная дверь. На самом деле вот тут очень сложные вот эти узлы. Если строители меня смотрят, потому что здесь достаточно узко, и нужно все скомпоновать и поставить выключатели, наличники, и чтобы шкаф вместился. В общем, все это так достаточно, надо так ювелирно продумывать и прорабатывать, поэтому тут совсем справились, тут все хорошо. И вот здесь вот уже находится хозяйский санузел. И мне кажется, это очень удобно. Такое вот расположение, оно прям классно. Выходишь из санузла, здесь в гардеробной что-то переоделся и сразу вышел в свет. Стиральная машинка расположена в тумбе, где находится раковина. При этом мы сместили раковину так, чтобы стиральной машинке не мешал сифон. В санузле установлен датчик теплого пола. Заказчикам очень нравится классический стиль в интерьере, молдинги и синий насыщенный цвет. Белые глянцевые фасады, как мы уже выяснили в моем инстаграме и на ютубе в комментариях, являются самыми практичными. У панорамных окон радиаторы установлены в пол. На стене в кабинете заказчика есть Давид, победивший Голиаф. Я так почувствовала и увидела хозяина кабинета. Глава семьи напористый, но при всем этом он очень заботится о своей семье. Видно, что семья заряжает его на новые победы. Это решение тоже понравилось заказчику, и вот Давид на стене уверенно смотрит в будущее. По всей квартире потолки спроектированы так, чтобы прятать с глаз карниз для штор.
В ближайшее время в детской появится двухъярусная конструкция, где малыш сможет не только спать, но и играть. Она будет показана в моем инстаграм, кстати, вот он. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Чтобы растворить колонну в пространстве, мы закрыли ее зеркалом по всей высоте, одновременно с этим получив интересный оптический спецэффект. В проходной зоне светильники над плинтусом подсвечивают то место, куда ступает нога, а не макушку. Коробочка на потолке – это вентиляция. Посмотрите, как аккуратно она может выглядеть. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. До новых встреч. Всем дизайн!